Петровский начинался 10 лет назад как продукт воли двух людей, меня и Дениса Корнеевского, который сейчас работает программным директором Ельцин-центра. Мы оба любили ходить в книжные магазины, ходили в Фаланстер, в магазин Адмаргином, в Гилею и так далее. Ну и, естественно, как будучи пермяками, периодически говорили про то, что было бы здорово такой магазин открыть в Перми. А потом так получилось, что мы оба снова оказались здесь. В какой-то момент у меня появилась финансовая возможность, и я пригласил Дениса, он тут работал как раз главным редактором глянцевого журнала, я работал в недвижимости вообще. Это был 2009 год, то есть культурная революция шла полным ходом в Пермском крае. И так получилось, что ровно в этот момент Марат Гельман делал предложение Боре Куприянову из Фаланстера открывать Фаланстер в Перми. Вот. Ну а поскольку как-то так информация довольно быстро циркулировала, все новости, главное, друг другу все пересказывали, а поскольку тусовка в Перми, в принципе, не очень большая, вот, мы как-то очень быстро об этом узнали. Вот, и я написал письмо Боре о том, что ну, вот такая ситуация, вы сейчас будете открывать магазин, а мы как раз уже, в общем, практически открыли свой книжный магазин. То есть находимся в стадии поиска помещения для этого. Что Куприян говорит, давайте встретимся. Мы как-то поговорили, друг другу понравились. Вот. И Боря, ну, как я сейчас понимаю, абсолютно с легким сердцем отказался от идеи открывать Фаланстер в Перми, потому что ему эта идея вообще, в принципе, не очень нравилась. Я думаю, что он не совсем представлял, как им управлять из Москвы этим магазином, ну, какое будущее у него, потому что было непонятно, какое будущее у самого проекта «Культурная революция» и так далее. Ну, то есть, как человек, в принципе, находившийся давно в этом бизнесе и понимавший там все риски, видимо, не очень эту идею воспринимал. А тут мы решали, в принципе, все эти проблемы. С одной стороны, в Перми появлялся независимый книжный магазин, вот, с другой стороны, он появлялся собственными пермскими силами. Вот, и это, в общем, всех устраивало. Накануне до этого же был 2008 год, то есть это вот буквально год после кризиса, и договариваться с издательствами было проще, чем сейчас, потому что все готовы были работать с отсрочкой платежа. И это был вот такой удобный очень момент, на самом деле, для нас. И поэтому мы с большинством интеллектуальных издательств как бы начали работать сразу, и это позволило магазин сразу сделать довольно наполненным и интересным. Мы все время пытались как-то совершенствовать свои технологии, не стесняясь, воровали всякие приемы у западных коллег. Вот для меня был, например, прям очень мощным таким опытом поездка в Англию. Я в Лондоне там сколько мог прошел книжных магазинов. В Англии, вообще, надо сказать, одна из самых богатых, да, культур книжных, и в том числе книгопродавческих. Вот. Огромное количество совершенно разных форматов магазинов книжных, разные совершенно техники, которые там применяются. Вот. И все эти вот маленькие какие-то детали, которые мне нравились, я это все как бы записывал, запоминал, и потом мы это все применяли в магазине. Ну, например, то есть у нас есть шелф-токеры, да, это абсолютно такая западная штука, это когда к полкам крепятся небольшие такие рекомендации, и получается, что книгу советует не продавец, не тот, кто работает в магазине, а как бы сам магазин. Или продавец, но путем как бы опосредованным, да, через маленькую записку. Вот. Мы очень много внимания всегда уделяли рубрикации. То есть у нас очень, так, можно сказать, подробно рубрицирован магазин. Вы можете обратить внимание, что там не только полки подписаны, а и там маленькие отделы, какие-то суботделы и так далее. Вот. Но это для того, чтобы, с одной стороны, было проще ориентироваться в магазине, с другой стороны, было интересно в нем находиться. То есть помимо просто, собственно, покупки книг, было какое-то у человека, например, небольшое такое путешествие или приключение. Вот, ну и так далее. То есть все вот эти вещи. Ну, внимание к соцсетям,
Вот, потому что недавно я вот разговаривал с таким исследователем книжных магазинов Хорхе Каррио, он испанец, написал книгу про книжные магазины. Вот, и когда мы с ним обсуждали, что, собственно, сейчас помогает книжным магазинам выживать, мы сошлись на том, что соцсети. Филиал у нас один, если его можно назвать филиалом, потому что он больше, чем, получается, чем этот магазин пермский. Это книжный магазин «Петровский» в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Его мы открыли 4 года назад, скоро будет уже 4 года. Это не совсем история какого-то расширения, да, и экспансии, и там открытия филиала, потому что у нас не было, конечно, ни идей, то есть ни самой мысли, амбиции не было, и не было возможности открывать в полном смысле филиал в Екатеринбурге. То есть это было скорее отклик на запрос. Сейчас была довольно приятная аренда, потом как-то мы все это, в общем, потянули. То есть, сейчас магазин, он работает как магазин, как коммерческое предприятие. Вот. Что еще я могу сказать из проектов, да? Я вот год назад участвовал в переезде книжного магазина «Никто не спит» в Тюмени. То есть там примерно похожая на нас была ситуация. То есть нас пригласила школа перспективных исследований, меня пригласила, чтобы сделать магазин «Петровский» в школе перспективных исследований. Вот. И на тот момент уже имелся небольшой магазин «Никто не спит», который работал 2 года уже в Тюмени. Я подумал, что будет очень хорошо, на самом деле, что если мы не будем вторгаться в Тюмень, да, не будем конкурентами этому проекту, а просто передадим какую-то часть компетенций, поможем им просто стать чуть побольше и чуть побольше издательств привлечь к сотрудничеству, и это будет вариантом хорошим. Я думаю, что в целом в культурном процессе городском мы участвуем, и какую-то роль, может быть, не очень заметную, но мне бы хотелось верить, что важную, мы играем. Вот. Есть, в конце концов, мнение, например, урбанистов о том, что оценить качество культурной жизни города можно, например, по наличию и качеству книжных магазинов. Вот. В этом смысле, я думаю, пермякам может быть не стыдно за город. Что касается издательств, есть одно на данный момент интеллектуальное издательство в Перми. Это издательство Хюли Пресс или Гилли Пресс, от слова Хюли — материя. Это философское издательство, которое издает современную философию. В основном переводную, хотя есть и русские авторы. И есть амбиция с русскими авторами работать в дальнейшем. Издательство востребованное, издательство, которое продает свои книги по всей России через сеть, не сеть, вернее, а, скажем так, через систему независимых книжных магазинов, поскольку, как правило, это люди знакомые, друг друга знающие. То есть я знаю почти всех книготорговцев в России, у кого есть независимые книжные магазины в России, от Иркутска до Ставрополя. Мы проводим фестивали. То есть сейчас наш фестиваль — это «Гений места», он тоже стал уже проводиться каждый год. Это фестиваль книг и путешествий городской культуры. Им занимаюсь я, им занимается Денис Корнеевский. То есть приезжает на какое-то время сейчас из Екатеринбурга, чтобы им заняться. То есть фестиваль тоже, в общем, связан с книжной культурой. Также на базе Петровского мы проводили философские школы. Просто с 2013 года их уже не проводим, на которые мы, в общем, это были международные философские школы. Мы приглашали англичан, французов, американцев, и так далее. То есть такие небольшие мероприятия были, в общем, они были довольно интересные, как мне кажется. Сейчас книжная культура, культура независимых книжных магазинов в России, она очень сильно похожа на западную. Вот. То есть мы примерно, в общем, подошли к этому. Дореволюционная культура книжных магазинов, как, например, следует из книжки «Словесность и коммерция», это была европейская культура. Эти книжные магазины, частные лавки, это были те самые независимые книжные магазины со своей уже историей, на тот момент столетней, с какими-то
традициями, историями и всем прочим. Вот. Естественно, вся эта большевистская модернизация в корне поменяла эту ситуацию. Как бы феномен частного книжного магазина, независимого, исчез, а после 91-го все это начало восстанавливаться. Сначала как бы довольно странно, да, очень много закрывалось, потому что люди в принципе не знали, как этим заниматься. Потом компетенция отдельных участников росла, и вот сейчас то, что мы имеем, то, что существует, это очень похоже на книжные магазины Англии, Германии или Соединенных Штатов. Я думаю, что Пермь скорее сейчас находится в ряду, то есть является частью общей картины, общего феномена возрождения русской провинции. Вот. То есть децентрализация, если политическая не происходит, то культурная происходит абсолютно точно. Люди начинают понимать, что они здесь будут жить, возможно, долго, или, возможно, они будут жить здесь всю жизнь. Вот. Они понимают, что можно как-то обустраиваться, можно обживать город, делать его удобным, интересным, открывать. Проблема в чем еще? Что в Перми, как и в любых других регионах, вот история и истории, которые можно рассказывать, интересные истории, они вот лежат буквально под ногами. Да? Там, например, наш пермский писатель Алексей Иванов, он прекрасно показал, как с этим можно работать. То есть можно просто идти по улице, как бы поднять что-то и про это рассказать какую-то невероятную историю. Да? Вот. В этом смысле я думаю, что любой российский регион может что-то рассказать, какие-то интересные истории. В Перми их тоже много. Вот. Это и индустриализация, развитие Урала, заводов. С другой стороны, конечно, в 60-е годы Пермь, я так понимаю, что была довольно мощным центром как раз вот этой шестидесятнической культуры, сплава инженеров и гуманитариев, всех этих там споров, всей этой проблематики. Потому что, насколько я сужу там по рассказам моей бабушки или моей бабушки о моем дедушке, жизнь была довольно интересная, да? То есть в том числе там и циркуляция самиздата, и какие-то, значит, их там встречи, всевозможные собрания, там пляски, выпивания, поездки на природу, то есть вся эта какая-то шпаликовщина, она здесь в Перми тоже была, била мощной струей. Вот. Это, кстати, в принципе, одно из оснований, почему мы считали, что у нас все получится с книжками, и в том числе с интеллектуальной литературой, потому что было убеждение, что в Перми это будет востребовано. И это так и есть, в Перми это востребовано, потому что какая-то, вот, видимо, культура, передающаяся по наследству через домашние библиотеки, через разговоры дома, там, за столом, в семьях, это все как-то передалось более или менее, сохранилось, и какой-то, в общем, такой устойчивый пиетет книги, уважение книги есть до сих пор, даже среди молодежи. А так, в целом, я думаю, что Пермь — это вот такой, как бы, уральский, индустриальный, большой город, вот, где часто плохая погода. То, о чем, опять, когда почему-то редко говорят, это невероятной красоты природа. То есть достаточно из Перми выехать на расстояние там, 30-40 километров, и вы увидите просто потрясающую природу. Вот. И я, например, это очень ценю. То есть это одна из причин, почему я живу в Перми. Потому что мне периодически очень нравится вот, там, сесть на электричку, выехать, выйти, увидеть реку шириной в 2-3 километра. Вот, там, тайгу и все прочее.